Растение для спокойствия и сна. В глубине старинных лесов, где ветер шепотом перебирает листья, жила легенда о травах, способных изменить судьбу. Однажды молодая девушка по имени Надежда случайно нашла древний манускрипт. В нем содержались секретные рецепты для успокоения души и восстановления сна. Этот документ стал отправной точкой ее удивительного путешествия, которое привело ее к открытиям, изменившим ее жизнь навсегда. Мятный чай – это не просто приятный напиток, а настоящий целитель души. Когда Надежда попробовала свой первый домашний чай из мяты, она почувствовала, как будто тяжелые облака тревоги начали рассеиваться. Мята содержит особое вещество под названием ментол, которое оказывает успокаивающее воздействие на центральную нервную систему. Но мало кто знает, что именно сочетание ментола с другими компонентами делает ее столь эффективной. История одного врача, который использовал мяту для лечения пациентов с бессонницей, показывает, как важен правильный подход. Он заметил, что те, кто пил мятный чай за 2 часа до сна, засыпали в 2 раза быстрее. Мелисса, или лимонная мята, имеет свою уникальную историю. С давних времен ее называли «травой радости». Легенда гласит, что древние монахи использовали ее для создания особого эликсира, который помогал им медитировать часами. Исследования показывают, что мелисса может улучшить качество сна на 35%. Однако важно соблюдать пропорции. Слишком много мелиссы может вызвать обратный эффект. Один опытный целитель рассказал историю о женщине, которая слишком часто пила настой мелиссы и начала чувствовать головокружение. Это научило его быть более осторожным с рекомендациями. Валериана остается одной из самых загадочных трав. Ее корни содержат вещества, которые влияют на работу гамма-рецепторов в мозге. История использования валерианы насчитывает сотни лет. В XVII веке один врач применил ее для лечения пациента с хронической бессонницей, и результат был поразительным. Пациент начал спать по 9 часов в сутки. Однако важно помнить, что валериана может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Например, ее нельзя сочетать с препаратами, угнетающими центральную нервную систему. Надежда экспериментировала с различными комбинациями этих трав, создавая свои уникальные рецепты. Она обнаружила, что смесь мелиссы и мяты дает особенно мощный эффект. Однажды ночью, когда она не могла уснуть, она приготовила такой чай и заснула буквально через 15 минут. Это стало поворотной точкой в ее исследовании. Она стала делиться своими знаниями с окружающими, обучая их правильному приготовлению травяных чаев. Однако путь к успеху был не таким простым, как казалось на первый взгляд. Надежда столкнулась с множеством ошибок, которые могут повторить другие новички. Одна из самых распространенных – это использование некачественного сырья. Она рассказывала о случае, когда заказала мяту у недобросовестного производителя и вместо желаемого эффекта получила лишь горечь во рту. Другая ошибка заключается в неправильном времени сбора трав. Мелисса должна собираться в определенное время дня, чтобы сохранить все свои полезные свойства. Истории успеха всегда вдохновляют больше всего. Один бизнесмен, находившийся на грани выгорания, начал использовать регулярно мятный чай перед встречами. Он замечал, что его мысли становятся яснее, а стресс уходит на второй план. Пожилая женщина, страдавшая от бессонницы многие годы, обнаружила, что регулярное употребление настоя мелиссы помогло ей снова нормально спать. Эти истории демонстрируют реальную силу трав, если использовать их правильно. Приготовление травяных чаев – это целое искусство, требующее внимания к деталям. Для мятного чая важно правильно выбрать температуру воды. Она должна быть чуть ниже кипящей, чтобы не уничтожить полезные вещества. Мелиссу лучше заваривать в термосе, чтобы сохранить ее активные компоненты. А вот валериану необходимо настаивать минимум 20 минут, чтобы раскрыть весь ее потенциал. Научные исследования подтверждают эффективность этих трав. Одно крупное исследование показало, что участники, принимавшие экстракт мелиссы, демонстрировали на 20% лучшую концентрацию внимания. Другое исследование установило, что комбинация мятного чая с медитацией снижает уровень кортизола на 40%. Эти данные говорят о том, что растения действительно могут влиять на физиологические процессы в организме. Однако важно помнить о некоторых предостережениях. Не все люди одинаково реагируют на растения. Например,
Беременным женщинам следует воздержаться от использования валерианы без консультации врача. Люди с пониженным давлением должны осторожно относиться к мелиссе, так как она может еще больше снижать артериальное давление. Надежда продолжала свое исследование, открывая все новые и новые возможности. Она создала целый курс обучения, где делилась своими знаниями с другими. Участники курса сообщали о значительных улучшениях в качестве сна и общего состояния здоровья. Один студент даже написал благодарственное письмо, в котором рассказал, как мятный чай помог ему сосредоточиться во время экзаменов. В глубине исследований Надежды скрывались удивительные открытия, которые она продолжала делать с каждым новым днем. Одним из самых важных аспектов ее работы стало понимание того, как различные растения могут взаимодействовать между собой и усиливать эффект друг друга. Она обнаружила, что комбинация мелиссы и валерианы может создать почти идеальный баланс для тех, кто страдает от хронической бессонницы. Однако ключ заключался не только в выборе трав, но и в правильном приготовлении. Например, когда Надежда экспериментировала с завариванием смеси мелиссы и мяты, она заметила, что температура воды имеет критическое значение. Если вода была слишком горячей, активные компоненты мелиссы теряли свою эффективность. Но если заваривать ее чуть холоднее, примерно на 10 градусов ниже кипения, результат был поразительным. Это научило ее тому, что даже маленькие детали могут значительно повлиять на конечный эффект. Однажды Надежда встретила старого целителя, который рассказал ей о секретной технике приготовления чая из корней валерианы. Он говорил, что для достижения максимального результата необходимо не просто залить корни кипятком, а предварительно замочить их в теплой воде на 25 минут. Этот процесс позволяет активным веществам лучше раствориться и раскрыться полностью. С тех пор Надежда стала применять этот метод во всех своих рецептах с валерианой, и результаты превзошли все ее ожидания. История одного путешественника добавила новый поворот в ее исследование. Этот человек провел год в одиночестве в далекой деревне, где единственным способом сохранить спокойствие были регулярные чаепития с мятой и мелиссой. Он рассказывал, что именно эти растения помогли ему пережить стрессовые ситуации и сохранить ясность мышления даже в самых сложных условиях. Это подтвердило теорию Надежды о том, что растения могут быть мощным инструментом для управления стрессом. Однако на пути к совершенству всегда возникают ошибки, которые можно считать учителями. Например, Надежда однажды попробовала использовать слишком много валерианы в одном рецепте. Результат оказался противоположным. Вместо расслабления она почувствовала небольшое возбуждение. Этот случай научил ее точности в пропорциях. Она стала вести подробный дневник, записывая количество каждого растения, время заваривания и свои ощущения после каждого эксперимента. Научные данные также играли важную роль в ее исследованиях. Исследование, проведенное в одной из европейских лабораторий, показало, что мелисса может увеличивать выработку серотонина, известного как гормон счастья. Другие исследования указывали на то, что мятный чай помогает снижать уровень кортизола, гормона стресса. Эти факты подтверждали древние знания и давали им современную научную основу. Некоторые люди, пробующие травяные чаи впервые, часто допускают распространенные ошибки. Одна из них – это ожидание мгновенного результата. Растения работают мягко и постепенно, поэтому важно давать организму время на адаптацию. Другая ошибка заключается в том, что некоторые пытаются сочетать слишком много различных трав сразу, что может привести к непредсказуемым реакциям. Надежда всегда рекомендовала начинать с простых рецептов и постепенно увеличивать сложность. Одним из самых интересных случаев успеха стал опыт молодой учительницы, которая использовала мятный чай перед каждым уроком. Она отметила, что благодаря этому напитку ее внимание стало более сфокусированным, а ученики стали замечать положительные изменения в ее настрое. Этот случай подчеркнул универсальность применения трав не только для сна, но и для повышения продуктивности в течение дня. Технологии тоже сыграли свою роль в развитии практики использования трав. Современные методы экстракции позволяют получать более концентрированные формы активных веществ. Например, капсулы с экстрактом мелиссы могут быть удобны для тех, кто предпочитает не пить чай. Однако Надежда всегда подчеркивала важность натуральных форм приема, так как процесс заваривания сам по себе может стать ритуалом, способствующим расслаблению. Для тех, кто хочет начать свой путь с травами,
Есть несколько практических советов. Во-первых, важно выбирать качественное сырье. Лучше всего покупать растения в проверенных магазинах или собирать их самостоятельно, если есть возможность. Во-вторых, необходимо следить за временем приема. Например, мятный чай лучше пить днем, чтобы не нарушить режим сна, а смесь мелисы и валерианы подходит для вечернего использования. В-третьих, важно прислушиваться к своему организму и наблюдать за реакцией. Научные исследования продолжают открывать новые грани воздействия трав на организм человека. Одно недавнее исследование показало, что регулярное употребление мелисы может улучшать память на 30%. Другое исследование установило, что мятный чай помогает снижать уровень тревожности у людей с повышенной чувствительностью. Эти данные демонстрируют широкий спектр возможностей, которые открываются перед теми, кто готов экспериментировать с травами. Однако важно помнить о некоторых предостережениях. Например, людям с проблемами пищеварения следует осторожно относиться к мятному чаю, так как он может иногда вызывать изжогу. Также беременным женщинам рекомендуется воздерживаться от использования валерианы без консультации врача. Эти меры предосторожности помогут избежать негативных последствий. Теперь, когда вы знаете о мощных свойствах этих трав, пришло время взять судьбу в свои руки. Начните с маленьких шагов. Выпейте чашку мятного чая вечером и отметьте, как изменится ваше состояние. Попробуйте добавить несколько капель масла мелисы в аромалампу перед сном. Если у вас есть проблемы со сном, рассмотрите возможность использования валерианы, но обязательно проконсультируйтесь с врачом. Помните, что растения – это не только средство для лечения, но и источник вдохновения. Они могут стать вашими верными помощниками на пути к гармонии и здоровью. Пусть история надежды станет для вас примером того, как можно изменить свою жизнь с помощью природных ресурсов. Возьмите в руки эту возможность и начните свой собственный путь к спокойствию и здоровому сну прямо сейчас. Каждый глоток травяного чая может стать шагом к лучшей версии себя. Итак, позвольте этим травам стать частью вашего мира. Используйте их мудро, исследуйте их возможности, и вы обязательно найдете свой уникальный рецепт счастья и покоя. Будьте смелыми, будьте терпеливыми, и пусть эта древняя мудрость поможет вам найти гармонию в современном мире. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.